Портленд встречал рассвет тусклым осенним утром. Город, укутанный в серые облака, казался большой машиной, равнодушно перемалывающей человеческие судьбы. В самом центре делового квартала возвышалось современное офисное здание, отражающее мрачное небо. Это было детище Джейкоба Харриса, человека, который начинал с небольшого подрядного бюро, а теперь владел целой сетью недвижимости и офисов. Его карьера развивалась с невероятной скоростью, и он стремился сделать свое дело настоящим образцом успеха в мире бизнеса. Джейкоб всегда придерживался строгой дисциплины, и каждый рабочий день выглядел для него как тщательно продуманный механизм. Каждое утро начиналось с точно составленного графика. Первым делом Джейкоб проверял свои записи, чтобы убедиться, что все встречи запланированы и ничего не упущено. Он просматривал расписание, внимательно подмечая каждую деталь, и ставил промежуточные цели. Для него не было ничего важнее, чем соблюдение распорядка. Этот подход приносил ему успех, и Джейкоб не считал нужным что-то менять. Он не верил в случайности и всегда был готов к любым неожиданностям. Но жизнь иногда готовила сюрпризы, и он не подозревал, что такой сюрприз подготовила ему судьба в этот обычный, казалось бы, день. В тот день, когда происходили обычные утренние совещания и встречи с арендаторами, произошла задержка у телефона, всего лишь несколько минут. Джейкоб был раздражен, ведь любое отклонение от его расписания вызывало у него сильное беспокойство. Работая в бизнесе, где время – это деньги, он отлично знал, как важно тактичное соблюдение сроков. Именно поэтому решил проверить, почему его офисные помещения еще не были убраны. Он был уверенно настроен, как всегда, на непрерывный поток дел, который должен был следовать за планом. Когда он вошел в премиум люкс, его взгляд упал на удивительное зрелище. Девочка лет 7 стояла посреди комнаты, утопая в огромной взрослой рубашке, которая была ей явно велика. В руках она держала потрепанную тряпку и с невероятной сосредоточенностью протирала пол. Другие сотрудники отсутствовали, и чувство ответственности за ситуацию давило на Джейкоба. Первым его импульсом было вызвать охрану, но что-то в ее движениях, какая-то невероятная серьезность и преданность делу остановило его. Принять решение в такие мгновения было гораздо труднее, чем обычно. Он наблюдал за ней, и на его лицо натянулась удивленная улыбка. Девочка не обращала на него никакого внимания, продолжая методично протирать каждый сантиметр пола. Ее худенькие плечи напрягались, когда она натягивала тряпку, стараясь убрать каждый сложный участок, а глаза были предельно сосредоточены. Это трогательное зрелище заставило его задуматься о чем-то глубоком. Он не мог понять, какая девочка могла оказаться в таком месте одна. Что привело ее сюда? И какой жизненный опыт за этим скрывался? Час спустя, вопреки всем планам, все запланированные встречи были отменены. Джейкоб не мог объяснить, почему это произошло, но он не мог отвести взгляда от этого маленького существа, которое работало с такой самоотдачей, будто от этого зависела ее жизнь. Постепенно история Эми, девочки, раскрывшейся перед ним, начала принимать форму. Ее бабушка, Марта, когда-то работала уборщицей в этом здании, но после тяжелой болезни она осталась без работы и практически без средств к существованию. В условиях современных реалий, когда деньги кажутся единственной мерой успеха, жизнь Марту и ее внучку оставила без достатка. Женщина уединилась в служебном помещении внизу, о чем управляющие даже не подозревали, и это действительно удивляло Джейкоба. Как изолированными могут быть люди в огромном городе? Маленькая Эми приходила помогать бабушке, и сотрудники привыкли видеть девочку, не задумываясь о том, что скрывается за этими короткими визитами. Они не могли предполагать, что за ее невинным лицом кроется такая трагическая история. Когда Марту нашли без сознания в подсобке, Джейкоб, не раздумывая, отвез ее в клинику. Это решение казалось ему совершенно естественным, как будто он был призван действовать именно так. Ему было совершенно несвойственно поступать так импульсивно, но что-то в сердце заставило его это сделать, ведь он сам
Не раз переживал неподъемные нагрузки, зная, как трудно бывает в одиночку. Джейкоб нашел в себе неожиданную мягкость и заботу к девочке, и это удивляло его больше всего. Эми не плакала, не просила, не задавала вопросов. Она просто принимала реальность такой, какая она есть. В ее глазах читалась мудрость, несвойственная для 7-летнего ребенка. Они были поразительно глубоки и полны понимания. За 2 дня Эми полностью адаптировалась в новом доме. Чистая постель, горячая домашняя еда, тепло и забота стали для нее в новинку. Каждый момент ее присутствия стал изменять атмосферу, наполняя дом спокойствием и радостью, которые давали новое дыхание. Каждый вечер Джейкоб усаживался рядом с малышкой и старался понять, что именно она думает и чувствует. Он оформил временную опию и записал Эми в местную школу, купил форму и устроил ее в художественный кружок. Это стал не только актом милосердия, но и важным шагом на пути к новой жизни для обеих сторон. Пополнение в доме стало радостным событием для него, и он осознавал, что каждый шаг углубляет их отношения. Каждый вечер они вместе делали уроки, и Джейкоб, вновь открывая для себя радость и общение, чувствовал, что меняется. Однако переломный момент наступил совершенно неожиданно. Проверяя школьные тетради Эми, он наткнулся на сочинение с названием «Самый лучший в мире папа». Эти простые слова наполнили его сердце теплом, и в этот момент что-то щелкнуло внутри Джейкоба. Он осознал, что готов взять на себя ответственность за эту маленькую девочку и стать для нее папой, несмотря на всю сложность этой новой роли. Тысячи мыслей в одно мгновение наполнили его разум, и для него стало ясно. Он будет делать все, чтобы республика эта маленькая отдача любви как можно полноценнее, искренне посвятить себя этой новой семье. Не раздумывая ни секунды, он подписал документы на постоянную опеку. Это была важная точка в их жизни. С этого дня его утро начинались не с деловых встреч, а с тихого пробуждения Эмми, когда она, зевая, выходила из своей комнаты с улыбкой на лице, полное бодрствование. Она добавила яркие краски в его серые дни, и теперь его яркие офисные костюмы менялись на любимые свитера, а утренние ощущения рутинной работы на удивление и радость. Суббота стала их особым днем. Они вместе готовили пиццу, смеялись, делились маленькими историями. Каждая минута, проведенная вместе, казалась бесценной, и они знали, что никакие сложности на их пути не смогли бы разрушить столь крепкую связь. Однажды, когда солнце опускалось за горизонтом, они стояли на балконе и смотрели на город, красный в лучах заката. Эми прижалась к Джейкобу, потянулась и сказала: «Ты знаешь, я всегда мечтала о папе. Теперь у меня есть ты». Эти простые слова, наполненные одним лишь счастьем, оставили глубочайший след в душе Джейкоба. Он обнял ее и понял, что настоящая история о любви и семье должна быть написана не только на бумаге. Она развивалась и наполнялась каждым мгновением, каждым смехом и каждым нежным словом. Это было новым этапом их отношений, когда они оба могли чувствовать себя необходимыми и любимыми. Джейкоб и Эми начали планировать будущее вместе. Они обсуждали, что еще можно сделать для своей маленькой семьи и в какие места хотят отправиться. Джейкоб стал не только любящим отцом, но и учителем для своей девочки. Он с радостью делился с ней своим опытом и знаниями, а она, в свою очередь, открыла для него радости и смысл, о которых он давно забыл. Это странное, но радостное сопричастие сделало их жизнь более насыщенной. Глядя на нее, как она рисует на своем холсте, Джейкоб понимал, что не просто воспитывает девочку, а вновь учится радовать себя. Каждое новое утро становилось вызовом, где им вместе нужно было изучать окружающий мир, искать и находить счастье. Вместе они шли к новым горизонтам, где сбывались мечты, и каждый день приносил свою порцию радости.
Джейкоб и Эми обрели друг друга, и их сердца наполнились светом, который больше не гас. Жизнь, когда-то уходившая в серую рутину, заблестела новыми красками и вариантами. Они научились находить счастье в самых простых моментах, общаясь и разделяя радости и печали.